Всем привет! Меня зовут Кузнецова Светлана. Сегодня снова делаю обзор. Хочу сразу извиниться за то, что я тут перед вами в перчатках. Я получила химические ожоги от гель-лака во время маникюра, и мои руки выглядят не очень красиво. Поэтому на время лечения решила сделать обзорное видео. Вы сейчас перед собой видите просто гигантское шахматное поле. На самом деле это турнирный шахматный ларец. Сделан он из бука. Размеры 40 сантиметров на 40 сантиметров и высота 5 сантиметров. Закрывается на такой интересный замочек. Сейчас открою и покажу, что внутри. Внутри шахматный ларец разделен на такие вот ячейки, и в каждой ячейке лежит шахматная фигурка. Конечно, сами фигуры не турнирные, а тематические. Основной темой данных шахмат выбрала Вторую мировую войну и в качестве двух противоборствующих сторон взяла советские и германские войска. Стиль шахмат несколько мультяшный, и я очень люблю делать шахматы именно в таком стиле. И если вы где-то увидите фото шахматных фигур в такой стилистике, то, скорее всего, это мои работы. На создание данного набора фигур у меня ушло 4 недели. Я работала по 8 часов 5 дней в неделю. Ну и немного расскажу о самих фигурах. Фигуры сделаны из цветной полимерной глины. Я не люблю красить фигуры краской. Полимерная глина – мягкий материал, и даже после обжига сохраняется некая упругость. Из-за этого краска, а вместе с ней лаковое покрытие, имеют наглость скалываться. Поэтому для себя я выбрала работу именно с цветным материалом. Есть, конечно, некоторые минусы непосредственно во время работы с цветным полимером, но уже готовые изделия имеют только плюсы. Так как краска вмешана в саму полимерную глину, она не сотрется и не выцветит. И это является одним из важнейших плюсов данной техники. За пешек выступают обычные солдаты. Оружие выполнено несколько схематично, но повторюсь. Я люблю такой мультяшный стиль, и я не ставила перед собой задачу выполнить фигуры в реалистичном виде, в реалистичной стилистике. За ладьи выступают смотровые вышки. Сложно сделать из мягкого материала ровные, прямые, тонкие перекладины. К тому же во время обжига полимер становится мягким. И такие нюансы, когда обжиг проходит в подвешенном состоянии, вполне нормальны. Конечно же, сейчас набегут эксперты, которые начнут говорить, что можно было бы сделать так или этак. Ну, конечно, можно, все можно. И я вообще запекала все вот эти вот части, все вот эти перекладинки отдельные. Они были ровненькими, красивенькими. Но после того, как я это все собрала, приклеила на термоклей и снова обожгла, они вот все вот так вот таким образом вот они просели. Повторюсь, при термообработке материал становится мягким, а если его не дообжечь, то есть не пройти вот эту стадию мягкости, то в таком случае тонкие детальки все поломаются. То есть если вот взять сейчас вот эту башенку, вот так маленько поделать, они вот мягенькие, эти все детальки, и они спокойно так ходят под пальцем. Я не знаю, на видео это не совсем видно, не совсем понятно. Вот. А если не дообжечь, то есть если чуть-чуть нажать пальцем на такую детальку, она просто сломается. Поэтому нужно именно, чтобы при термообработке материал проходил такую стадию мягкости. В качестве лошадей мной были выбраны танки. Конечно же, Т-34 и Тигр. Из-за того, что поливинилхлорид упругий, а дулом танков несколько тесновато лежать в ячейках, пришлось сделать съемные дула. Они находятся в отдельном пакете. То есть они спокойно одеваются, и танки достаточно полноценные, с дулами, с прямыми, красивыми. Если хотите, даже можно продемонстрировать. Вот, все, полноценный танк. Ну и
для того, чтобы все это не ломалось, опять дуло можно снять и положить в ячейку. Офицеры – это, конечно же, офицеры. Вы сейчас их видите перед собой, то есть это суровые мультяшные мужики. Ну, добавить больше нечего. Черные король и ферзь имеют портретные сходства. Кто-то скажет: фу, слепила Гитлера и Гиммлера, какой кошмар. Конечно, я категорически против политики и убеждений этих людей, и как бы мы к ним ни относились, они все же являются частью нашей истории, и мы должны ее помнить и ни в коем случае не повторять. Белые король и ферзь также имеют портретные сходства. И это товарищ Сталин и товарищ Берия. Несмотря на всю мультяшность стиля, я отнеслась с большим уважением к лепке портрета Иосифа Виссарионовича. На сегодня у меня все. Данный шахматный набор продается. Его можно найти в моем магазине на сайте Ярмарка мастеров. Ссылку я оставлю под видео. Цену на этот набор ищите в описании к товару. В сообщении не забудьте написать «хочу скидку» и да будет вам скидка. А для тех, кто хочет сделать подобное, но не знают как и с чего начать, я оставлю ссылку на мою группу ВКонтакте. Еще я освоила Инстаграм, Бусти, Патреон и много других страшных слов. Все ссылки в описании. А вам удачного творчества. Пока-пока!